Thank you so much for your time. How are you feeling after that second round TKO victory? Кирилл, приветствую вас. Как себя чувствуете после боя, после победы? Спасибо, все хорошо. Но, пользуясь моментом, в начале интервью хочу поздравить своего тренера с днем рождения. Сегодня вот преподнес ему такой подарок. Хочу поблагодарить своего промоутера Михаила Лисовского. Хочу поблагодарить моих спонсоров Экотехник и Дом БКС. Также хочу поблагодарить свою семью и всех, кто за меня болел и наблюдал. В принципе, после боя чувствую себя прекрасно. Получил минимальное количество ущерба, поэтому чувствую себя хорошо. Thank you very much. Everything is good. But before I answer the question, I would like to wish happy birthday to my coach today. It's his birthday, and I gave him this victory. And as well as by having this opportunity, I would like to, thank my sponsors as well as my promoter, Mikhail Lizovsky, as well as my family. Thank you very much for the support. Feeling great, feeling awesome after the fight, and happy that it ended in this way. Kirill, there was a lot of hype behind Reug Reug. Did you feel like you were being overlooked during the lead up? Перед боем все говорили, что, все не верили в вашу победу. Думаете ли вы, что, все как бы преувеличили, скажем, в этом плане? Если честно, я в себя верил всегда. Все, кто меня знает, и я знаю свой уровень. Просто мой соперник, скажем так, более был, наверное, раскручен, более у него известен широкому взору зрителей, скажем так. Только поэтому, я думаю, считалось, что я андердог. Но на самом деле я не считал себя андердогом, я настраивался на жесткий бой, и я настраивался доминировать в нем, что и получилось. Я считаю, что я в принципе, не до конца, но свой план выполнил. To be frank with you, I was confident from the start, and to be to be also like open with you that I know that my opponent was very promoted and very famous among the fans, but I expected a hard fight. I expected this to be happen, and as you saw, that everything went according to my plan, and happily I won it. Our first question will go to Nick Atkin of South China Morning Post. Could you just talk a little bit about what happened at the end of the fight with Reug Reug? He got hit and he seemed to think it was after the bell. Do you think the shot was after the bell? And what was going on there? Расскажи немножко про то, что случилось во втором раунде. Был ли удар после вот звонка вот этого, да, или что произошло? Как откомментируешь? Удар был во время гонга, и потом уже я, когда приехал в гостиницу, я не раз пересматривал видео. Там есть видео, повтор с другой стороны, и было на нем видно, что мы одновременно наносили удар во время гонга, и он мне просто плохо попал, а я попал нормально. Я думаю, после этого удара можно было бы еще провести третий раунд, но как есть, так есть. To be honest with you, even after the fight, I came to my room and I rewatched, replayed what happened during the fight. But what I saw that both of us, punched at the same time during the bell. I guess before the bell, but then this has happened, and I'm not sure why he didn't want it to continue to to go to this third round, but I guess this is what happened. And some fans on social media seem to be suggesting maybe that Reug Reug was faking it, was acting it, maybe looking for a DQ loss, a disqualification. What do you think about that suggestion? Некоторые фанаты думают, что ваш соперник симулировал, хотел дисквалификации. Что думаете по этому поводу? Честно, точно, я не знаю, я не мой соперник. Я думаю, что, я бы провел бы дальше третий раунд, но, как я сказал, что я не свой соперник, его ощущения я не могу передать и фанатам. Ему только уважение, и больше ничего, против него я ничего не имею. Если бы я был на его месте, мне кажется, я бы провел третий раунд просто реально.
I can't answer this question, to be frank, because I mean I'm not my opponent, but if I would be in his position, I would definitely continue and to fight the third round. I guess this is what happened. Some people think maybe he got caught on the throat and maybe he couldn't breathe very easily. Maybe that's why he couldn't continue. Do you know if the punch caught him on the throat? Некоторые фанаты думают, что вы попали ему в горло, и поэтому он не смог дышать, и поэтому перестал. Попали ли вы ему туда, в горло? Нет, я попал ему в крайнюю часть челюсти, вот сюда. Это я точно не помню. No, I clearly remember that I punched him on the chin, so it wasn't the throat. Okay, and just finally, I wanted to ask, Kirill, what do you want next in this division? Are there any names you want to fight, and who do you think you should fight next? Последний вопрос, что дальше? Что думаете об этом дивизионе? С кем хотите драться? Может, имена определенные? В принципе, дивизион неплохой, есть громкие имена, но мне без разницы, кого предложат. У меня есть менеджер, у меня есть тренер, они решают эти вопросы. Мне говорят, я делаю все. In general, to be frank, I don't really decide. I have my manager, I have my promoter, and I will be waiting for their decision. Okay, thank you very much, and yeah, congratulations again on the win. Я прошу прощения, еще хотел бы попросить, поблагодарить организацию One Championship за объективное судейство. На самом деле я считаю реально, что удар был сделан во время гонга. Ну, не после остановки судьи, не после команды судьи. Именно поблагодарить за объективное судейство. Спасибо. I'm sorry. Last point I would like to say that thank you very much for the one championship and one championship sort of a rational decision that happened. That the judge and as well as the saw that the bell, the punch was before the bell, but not after the bell. So thank you very much for the rational decision. This next question will go to Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. Yeah, Reug Reug didn't look as aggressive as he did last time out in his last fight. Was he surprised by that at all? Удивился ли ты боем своего соперника? Да, особо не удивился. В принципе, я видел его бои, я рассчитывал, что он будет бороться, но как бы мои первые, сказать так, моя основа, моя база – это тоже греко-римская борьба. Поэтому ничего нового в борьбе он мне показать, в принципе, не мог, и ничем удивлен я не был. I wasn't surprised, to be frank. I wasn't surprised with my opponent because, I mean, my basics was also a Greek-Roman, and he didn't show something very new to me. So I would say it was same as I was expecting. Brandon Vera defends his heavyweight title against Arjun Bulla in the one Dungle main event. How do you see that one going down? Что думаете по поводу боя между Рейнером и Онгла, который произошел после вас? Ну, да, все бои, в принципе, были конкурентные, я думаю. Все ребята старались, и все получилось, как получилось. Это такой вид спорта, что здесь нужно уважать каждого бойца именно потому, что профессиональный спорт, ММА, тем более любое единоборство, это очень сложно. Поэтому только респект, и, как сложился результат, так сложился. Honestly, all the fighters did really well in general, but I would say every fighter put his full effort, and as you saw the fight, as it ended, it's supposed to end it this way. So I would say respect to all, both of them. I mean, right. I don't know if you saw Renier Derrida after he won the light heavyweight title in the main event. He said he wanted to move up to heavyweight to fight for the title there. How do you think he would fare in the heavyweight division? И после боя вы увидели, что Рейнер захотел драться в тяжеловесе. Что думаете по поводу этого, об этом вызове? Выбор каждого человека. It's a choice of everyone, I guess. Thank you, Leon. Our next question will go to Jay Anderson of Cage Side Press. Just one from me in this case. It was talked about a little earlier. There was some controversy at the end, and I think it's clear it was a clean punch, but do you worry that the controversy is going to take away from this win or overshadow it?
Поздравляю вас, во-первых, с боем. И вопрос такой, что есть... Вы думаете ли, что вот обсуждение о том, чтобы удар был после гонга, ну, как сказать, будет более такой вирусный, что ли, что повлияет на, ну, как на справедливость, что ли, в этом бою? Что это просто как-то будет с большим хайпом? Не знаю, я думаю, все видели, и все могут еще 1000 раз посмотреть повтор и убедиться, что никаких нарушений там не было, но каждый человек – это отдельная личность, и каждый будет по-разному. На меня это лично никак не будет влиять. Я знаю, что я доминировал, я был лучше, поэтому… Well, I can't say on behalf of everyone. To me, honestly, I saw the fight, and to me, I'm very confident that I punched before the bell, and we have 1,000 people, and we have 1,000 kind of opinions. So my opinion and my team saw that, and we are very clear on that. So I guess it is what it is. Next question will go to Chris Mancuso of Top Soft Sports. Chris. Hey, congratulations on the win tonight. Now, we had a strange year with the pandemic and everything. How active do you plan to be moving forward? Do you plan to have a lot of activity the rest of the year? Поздравляю с боем еще раз. Как вы знаете, сейчас период пандемии, сложное время. Как вы думаете о своем, как скажем, о следующем бое? Насколько вы собираетесь быть активным в этом году? Как можно активнее собираюсь быть. В принципе, как будут предложения, будут бои, я всегда готов драться. Только это согласуется с моим тренером, с моим менеджером, и мы уже решаем, сколько нам понадобится времени на подготовку. Единственный вопрос по времени, когда я буду драться. Well, as active as I can be, as long as I have the offers, as long as I have the fights, I'm really happy, to go to the fight. But of course, I have to communicate that with my managers and as well as with my promoters. So as long as I have enough time for my training, I'm happy to go. Our next one will be from Ivan Stewart of Dugout Philippines. So you just gave Omar his first loss in his MMA career, but he still got to fight 3 weeks ago. So do you think the stamina became a factor in this fight? Поздравляю вас еще раз с боем. Это первое поражение соперника. Я так понял по вопросу, что он дрался 3 недели назад. Как вы думаете, повлияло ли это, наверное, на поражение его? Я думаю, примерно у нас одинаковая форма была, потому что также 3 недели назад я приезжал в Сингапур и должен был драться здесь с другим соперником, но у него, как нам сказали, был коронавирус, был положительный тест на коронавирус. И мы здесь провели все время, получается, и только после боя нам сказали, что будет бой 29 числа, что мы полетели опять домой, опять дома поддерживали форму, и опять же прилетели сюда. То есть у нас условия были абсолютно одинаковые с ним. У него был тоже бой в эти сроки, 8 числа, по-моему. I think we have, in my opinion, we had similar conditions. I also flew 3 weeks ago, and I was prepared for my fight, but my opponent unfortunately got positive COVID, and then I flew back to my country, and then I was offered to fight end of this month, so I flew back again, and in terms of conditions, I think we had pretty similar. So with this win, do you think you're now primed for a shot at Brandon Bear's title? And if not yet, what will you work on to get there? После этого боя, если у вас не будет боя за титул, какой бой вы бы хотели, ожидали вы? Да, любой. Doesn't matter, anything. This one will go to Conan Daly. Conan. Hi, Kirill. Now at 4-0, which one is more important to you? To keep your undefeated record or to have as many fights as possible? Кирилл, у вас уже 4-0. Что для вас важнее? Больше драться, либо же оставаться непобежденным? Да не знаю, как-то не задумывался. Я просто только начал этим заниматься. Мне это очень нравится. И, конечно, я хочу быть непобедимым. Посмотрим, как дальше будет. Я буду прилаживать все усилия, буду тренироваться.
поднимать свой уровень и становиться только лучше. И надеюсь, что моя победная серия протянется очень долго. Well, honestly, I never thought about it. I keep training, I keep fighting, and I try to improve my skills on every aspect. And hopefully, by growing, I can keep my undefeated series. After fighting Reug Reug or Omar for 2 full rounds, how do you describe Omar's fighting skills? После того, как вы дрались 2 раунда, как бы вы описали уровень вашего соперника? Физически одаренный человек, но ему еще очень много работать над ударной техникой, по крайней мере. В борьбе, да, в борьбе он может где-то более-менее контролировать, но я думаю, все это видят, все понимают, ударная техника. Physically, he's really strong. I would say that he has a really good wrestling, but everyone saw that his striking is really weak, and I would suggest him to improve in that. Okay, a last question, please. One Championship's heavyweight division is a little crowded as compared to the light heavyweight division. You mentioned that it's usually it's up to your promoters and managers, but if it was your choice, would you be open to competing in the light heavyweight division and possibly face on Lansang there? Как вы заметили, в тяжелом весе очень много бойцов на данный момент, и вы уже сказали, что ваши менеджеры и ваши промоутеры решают о следующем ваших боях. Как вы думаете, с вашей точки зрения, вы бы спустились бы на один дивизион ниже, легкий тяжеловес, и подрались бы вы с Онгла, например? Да нет, у меня мой вес, рабочий вес 116-115 килограмм. Для меня, скажем так, я никогда не гонял, и для меня это тяжело, наверное, будет. Поэтому нет, я хочу остаться здесь и как бы здесь достичь всех своих высот и результатов. No, to be frank, no, because I always been in the weight of 115, 116 kg, and I never in my entire life caught the weight. So I guess it's hard to me, and I'm really comfortable in this weight division, and I want to achieve and success exactly in heavyweight. Thank you for that. We got one last question. This one will go to Dylan Bowker of My MMA News. Dylan, please go ahead. Hey there, I appreciate the time. I'm kind of curious because the response has generally been just kind of like, promoters will figure out who the next opponent is, but I'm kind of curious if there's any interest in fighting Dustin Johnson, just because that was a bout that was targeted for one on TNT too just earlier this month. Вопрос такой, вы уже сообщили, что у вас в основном промоутер и менеджер решает о вашем следующем бое. И есть боец Джастин Доуси, который недавно тоже уже в вашем дивизионе. Вы бы хотели бы с ним подраться? Честно, я, наверное, не видел его. Не видел его бои и не знаю, кто это. Но если нас сведут и там мой тренер-менеджер там с организацией договорятся, то в принципе я готов ко всем. Honestly, I don't know him, and I never heard about him. But again, if one championship offers this fight and my manager promoters will accept it, I guess we can go with it. No problem. And just I'm curious how he feels about just the debut under the one championship banner here. Like if it was the most quintessential debut he could have possibly had. И последний вопрос. Что думаете о своем дебюте? Такой интересный дебют у вас оказался. Я считаю, что бой в целом неплохой бой у меня был. Конечно, как он закончился, мне не совсем понравилось. Я хотел финишировать его.
Но я считаю, что я был более доминирующим и показал хороший бой. I think it started really well. I think I showed my dominance and my strengths, of course. Of course, it ended not as I planned or as I wanted to, but I did my best. And in the first 2 rounds, you guys saw that how dominant I was.